Итак, всем привет, с вами снова Макс Кошман, и сегодня мы поговорим с вами о травматическом, бесствольном, не летальном пистолете ОСА. Вот, ходит множество всяких слухов об этом пистолете, много всяких легенд, что он не точен, что он неэффективен в каких-то своих ситуациях, да. Но у меня этот пистолет с 2010 года. Вот, к людям я его, к счастью, не применял ни разу. Вот, к живым существам, к животным и так далее тоже. Ну, покупал, наверное, больше как игрушку какую-то для себя, чтобы там пострелять по бутылкам, по каким-то еще, проверить его боеспособность, бойную силу, пробивную и так далее. Покупал я его в районе 10 тысяч рублей, 10-12, сейчас не помню. Вот, ну, он заходил недавно в оружейный магазин, он примерно так и остался. Вот, сразу приобрел к нему чехол на ремень, который одевается. Вот, очень удобный чехол. Вот, здесь есть такая петля. Вот, есть еще оперативка, да, одевается на плечи, и под мышкой правой руки находится пистолет. Вот. Что хотелось бы сказать по поводу пистолета. Вот здесь находится у нас батарейка. Вот здесь откручивается крышка. Там находится батарейка Duracell. Вот. Батарейку за 10 лет использования, за 9 получается, да, я еще ни разу не менял. Вот. Как я ее сюда поставил, так она здесь до сих пор и стоит. Вот. Лазер работает очень хорошо, без всяких там тускнее. Мне кажется, он в темноте, он стреляет очень далеко, там, не знаю, 500-700 метров, мне кажется, он добивает. Вот. Также покупал патроны. Это у нас патрон с красной точкой. Это у нас патрон перцовый. Вот. Он никакого шума не дает. Он стреляет, просто вылетает типа какого-то мешочка с перцовым то ли газом, то ли порошок перцовый. Вот. И радиус поражения у него тоже минимальный, может быть сантиметров 20 на 20, где-то, может быть 30 на 30, не больше. Ну, может быть даже 40 на 40. Вот. Но если стрелять в область куда-то лица, груди, там, лучше груди, наверное, да, то все-таки органы дыхания, слизистую глаз, рта, так далее, он попадет несомненно. Вот. Есть также патрон у нас вот с такой заглушкой. Вот. Он у нас называется звукошумовой. Вот. На самом деле, стреляя с таких патронов, очень, ну, ощущение такого, что, не знаю, наверное, с ружья 12-го калибра это точно кто-то лупанул, потому что очень громкий звук. Там даже больше в ружье такой, как выстрел, а здесь больше как хлопок. Он на самом деле оглушает, и, наверное, секунд 10-15, не меньше, у тебя в ушах, ну, то есть ты посторонних каких-то звуков ты вообще не слышишь, у тебя просто стоит звон в ушах, и все, ты на 20-15 секунд, отрезанный от мира, вообще ничего не слышишь. Вот. Также он имеет такой эффект, как ослепительный. Вот. То же самое, 10-15 секунд до 20, наверное, он, если стрелять в лицо на расстоянии, там, не знаю, метров 30-40, вот, то тоже 15-20 секунд ты ничего не видишь, у тебя просто в глазах такие вспышки периодически, там зеленые, красные, вот, и ты на это время потерян в пространстве полностью. Вот, то есть у тебя есть, то есть у стрелявшего будет возможность, если это какая-то толпа, да, там скрыться, куда-то, может быть, убежать, отбежать, там, или принять какие-то другие меры. Вот. Также вот, есть еще патрон ракетница. Там зеленые, красные, желтые. Вот.
еще, извиняюсь, не сказал по поводу этого патрона, который светозвуковой. Вот, он эффективен только в ночное время. В дневное время практически он вам ничего не даст, так как на улице светло, глаза привыкают к естественному освещению. Вот, и ты немножко даешь вспышки, ну, ты, грубо говоря, ничего не поймешь. Ничего не произойдет, у человека, может, на какие-то секунды пропадет какой-то, но это неэффективно. Он эффективен только лишь в ночное время суток. Вот. Также вот у нас есть травматический патрон. Вот. Здесь находится резиновая пуля, вернее пуля сама металлическая. Вот. Сердечник металлический, обтянутый резиновой оболочкой. Вот. Пуля эта на самом деле очень эффективна. Она имеет очень хорошую убойную силу. Вот. Я в частности стрелял. И она пробивает свободно обшивку двери, то есть она пробивает и металл. Я стрелял, там, в частности была Нива старая, я стрелял в дверь, она пробила дверь, вот, застряла в обшивке. Вот. Стреляли мы также по деревянным каким-то ящикам, стреляли мы по жестяным, ведро оцинкованное она пробивает, очень легко оставляет дырку. Вот. Ну, соответственно, если в человека, в какую-то человеческую плоть, мягкие ткани стрельнуть, будет очень даже опасно и больно. Но опять же, если это зимнее время, человек одет в какой-то пуховик, в какую-то куртку зимнюю, да, там под ней свитер, кофта, балахон, уже эффективность очень сильно этого патрона снижается, потому что, ну, кроме как какого-то даже небольшого синяка, нападающий ничего не получит. И я думаю, что его это даже не остановит. Вот. Есть еще такие патроны, как ракетницы, да, они там зеленые, красные, красного цвета есть. Вот. Но это больше относится, наверное, все-таки не к виду оборонительного, да, характера, а это больше относится к патронам каким-то, не знаю, просто развлекательным. Пустить там частично развлекательный, частично, да, может быть какой-то спасательный. Если вы в лесу где-то заблудились, да, можно подать сигнал, вот, обозначить свое местонахождение. Вот. Также там он имеет звуковой сигнал неплохой. Вот, и высота, наверное, все-таки метров около 150-200. Ракетница взлетает вверх, вот, оставляя за собой дымовой коридор, вот, и, соответственно, сопровождается таким, ну, как обычную ракетницу, если пускают, те знают, как это будет выглядеть. Вот, вот все, в принципе, что касается патронов, да. Что касается самого пистолета, это пистолет у нас ПБ-4.2, да, то есть калибр 18×5. Ну, почти как гладкоствольное оружие калибр. Вот, ПБ-4.2 это у нас пистолет уже второй серии, да. Первая линейка это был пистолет ПБ-4.1, да. Чем у них отличие? Ну, отличие у них, во-первых, это по мощности. Вот, если у этого пистолета около 98 джоулей энергия, да, сила, то у ПБ-4.1 была мощность, если мне не ошибаюсь, то около что-то там 70 или 70, ну, до 80. Вот, здесь 90. То есть там 10-15 джоулей у них разница. Разница за счет того, что у ПБ-4.2 у них получается ствол длиннее, соответственно, и длиннее патрон. Вот. А так как у нас получается пистолет, он бесствольный, то ствол у нас это и есть сам патрон. То есть мы вставляем его в обойму. Вот, он, видите, у нас немножко не доходит до края. Вот, но когда мы закрываем, вот, он у нас получается вровень как раз таки почти за подлицо со самим стволом. Стрелять, конечно, я не буду в квартире. Вот. Также само в действие гильза
в действие проводит гильзу электрический ток, который также само работает от этой маленькой бочонка батарейки. Вот, нажимается спусковой крючок, даже я бы, наверное, спусковым крючком не назвал, больше пусковая клавиша, что ли, какая-то. Вот она у нас, видите, какая. Вот, если стрельну даже в холостую, да, то просто как наверное, чуть-чуть громче, чем щелкает зажигалка пьезовая. Вот, и как бы вот 10 лет прошло, батарейка стоит одна и та же. Недавно буквально стрелял в лес, брали на шашлыки с ракетницу. Вот, вполне хватает еще заряда. Вот, пистолет стреляет отлично. Вот, также на пистолете у нас для прицеливания имеется вот такая вот мушка. Вот. Мушка-целик. Вот. Ну, как правило, так, этим приспособлением механическим никто не пользуется, так как есть лазер, который вот приводится в действие вот этой вот клавишей. Вот клавиша у нас здесь есть. Вот, если видно, покажу. Колесико такое. Маленький оборот, все, лазер горит. Оборот обратно, лазер тухнет. И на самом деле очень удобно целиться лазером. Не вот этими приспособлениями. То есть даже некоторые говорят, батарейка села, не прицелиться. Ну, если батарейка села, ты не прицелишься и механическим прицелом, да? Потому что не будет энергии, чтобы привести в действие вот эту гильзу. Сказать по сравнению с пистолетами Макарыч, там Хорхе, какие у нас еще есть пистолеты, ТТ, это все травматические, да, сейчас говорим. Вот. Я использовал все пистолеты, да, ну, тестировал, ну, а сам не оставила больше, и остался под впечатлением, да, так скажем, от использования осы, потому что это, во-первых, убойная сила. Ну, все равно где-то этот Макарыч, там, ТТ вообще разваливается. Вот, стреляли с ТТ, у него затворная рама бывает там из 10 выстрелов, может быть, 1-2 раза затвор застревает. Ну, недоработанный совершенно пистолет, поэтому вот, выбор у меня именно пал на осу. Я нисколько не жалею, что ее приобрел. Да, она немного неудобный. Его немного неудобно носить где-то там, может быть, сбоку в кабуре, да. Здесь его на самом деле очень удобно носить. Он не такой уж широкий. Вот. Его очень неудобно возить в машине. Где-то в бардачок положил. Он компактный довольно-таки. Положил где-то в подлокотник его. Вот. Чтобы он, ну, соответственно, был всегда заряженный желательно, да. Потому что в случае чего, не дай бог, у вас не будет времени зарядить даже тот же светозвуковой патрон. У меня всегда заряжен следующим образом. Вот. Здесь у нас есть на самом, где у нас пьезовые эти стоят зажигатели, вот. Здесь у нас есть такие цифры. Вот. Если видите, может быть, 1, 2, 3, 4. То есть это нумерация стволов, да. Вот у нас стволы идут. Получается, вот первый ствол, второй ствол, третий ствол, четвертый ствол. Вот. И я всегда у нас стреляет первый ствол. Вот. С первого всегда выстрел идет с первого ствола. Первый ствол, второй, третий, четвертый ствол. Если мы зарядим патрон, неважно, в третий ствол, во второй, либо в четвертый ствол, вот, он, конечно же, с первого раза не будет. Так что первый, второй, третий там холостые, а четвертый будет выстрел. Нет, он сразу сработает с первого раза. Здесь система построена таким образом, что осечек быть не может. Вот. Ну, за все время использования осечки у меня не было еще ни разу. Ни на каком патроне, что ни ракетницы, ни травматическая патроны, ни светозвуковые, ни перцовка. Вот. Ошибок не было. Даже если он устроен таким образом, даже если мы вставляем в первый, допустим, ну, как я обычно, как обычно он у меня заряжен, да, на случай чего-либо. В первый ствол я заряжаю всегда светозвуковой, второй я заряжаю, это перцовый, а третий, четвертый стволы я всегда заряжаю травматические, да, чтобы все равно в случае какой-то опасности, да, ну, не наносить сразу вред здоровью и так далее. Вот. Можно просто обычным светозвуковым патроном нападающего припугнуть, там попробовать, да, если не поможет, дать еще один шанс, это стрельнуть перцовкой в глаза там куда-то.
Ну, если уже это не помогает, тогда уже переходить на травматические патроны, там, стрелять по каким-то конечностям, да, там, руки, ноги, там, ну, не дай бог, конечно, в голову, вот, в область сердца стрелять, вот, и таким образом, вот, он у меня всегда заряжен, находится в такой последовательности. Вот. Ну, что хотелось бы еще, конечно, сказать по поводу этого пистолета. Пистолет очень эффективен, пистолет безотказный, пистолет очень мощный. Ну, каждый выбирает, да, для каких целей ему необходимо. Я безусловно, этот пистолет посоветую, кто рассматривает выбор покупки травматического пистолета. Я не советую покупать Макарыч, ТТ, Хорхи там, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Ну, может быть, уже на рынке есть какие-то более мощные там, да, пистолеты, еще какие-то. Многие там берут из-за дизайна. Там, вот там Макарыч, он на пистолет похож, он там крутой, он красивый, там ТТ, там Хорхи, он там тоже такой зализанный пистолет красивый. Ну, красота это одно, а эффективность это другое, качество, да. Я больше отдаю предпочтение каким-то продуктивным вещам и каким-то моментам, которые, ну, отвечают за эффективность, нежели там за красоту. Вот, ну, оружие должно быть практичное, удобное. Вот, и, соответственно, если его уроню в грязь, в воду, там куда-то машина по нему проедет, ему совершенно ничего не будет, он у меня и тонул, и в грязь падал, с кармана выпадал в лужу зимой, я его достал, даже не стал не протирать ничего, ради интереса взял, выстрелил, он без проблем выстрелил, потом в машине его просушил, вот, и все, он как бы не ржавеет, он сам выполнен из алюминия, либо это дюраль какая-то сукопрочная, вот. Ну, в общем, вот так вот, если кому-то помог мой обзор при покупке, выборе травматического пистолета, вот, всем советую АСУ. Вот, прошу всех поддержать лайком, подписывайтесь на канал, еще будет очень много обзоров оружия, гладкоствольное оружие будет, посмотрите, арбалет хочу показать вам, вот. Все, всем пока.